Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях Нариша, девушка, чья история нашумела в русскоязычных соцсетях в Чили. И давайте сегодня разберемся, что же именно произошло. Нариш, ты можешь нам рассказать свою историю с самого начала? Что у тебя вообще случилось? Да, конечно. Во-первых, всем привет, и надеюсь, вам эта история будет полезна. Так что начнем. Все началось с того, что я решила запустить свой бренд здесь, да. Собственно, Бренд чего? Бренд одежды для дома и выхода. Вот. Я этим занималась в России 5 лет и решила здесь все-таки. То есть ты шила платье? Шила пижамы, шила нижнее белье, то есть много чего я шила, кимоно там для пляжа, там разные абсолютно изделия, работала с разными тканями и решила здесь тоже начать. Сделала полный ребрендинг бренда, то есть ДНК бренда, все абсолютно изменила и решила запуститься здесь, собственно. То есть ты уже здесь все сшила, купила ткани, у тебя уже были готовые продукты, да? Нет, я, получается, начала все заново с нуля. То есть весь опыт остался в России, и здесь просто я начала заново искать абсолютно все, включая швей, ткани, то есть я вообще не знала, что здесь есть. Значит, первое, что я сделала, это сам ребрендинг, да, изменила полностью там все шапки профиль, абсолютно все, да, то есть весь цветовую палитру, стилистику и так далее. Дальше я приступила к поиску ткани, швей и остальных важных моментов для процесса всего. Ткани я нашла, да, приобрела и, собственно, нашла производство, где это пошить. Мы начали шить, это вот весь процесс от начала до конца где-то 4 месяца у меня заняло. Подходит важный момент кульминации, мне должны отправлять мои изделия, да, моя швея. То есть вот уже отшитые да, пижамы, там, ну да, это костюмы. Нет, здесь я шила, еще мы не шили белье, здесь мы шили одежду для выхода и для дома. То есть это были сеты капсульные такие, из 4 позиций состояли, то есть ты можешь комбинировать, носить куда угодно, на ресторан, дома, на пилатес, куда угодно. То есть это 4 позиции, которые делают твой образ, да, ежедневно ты можешь носить. И также были очень такие яркие костюмы в пижамном ретро-стиле, который сейчас просто очень популярен, да, и, собственно, я их тоже здесь пошила. Здесь в Чили этого нету, да, как бы, и я решила, что девчонкам, ну, очень полезно такие стильные вещички. И что же произошло? Что же произошло? Значит, в день отправки я разместила видео свое в Инстаграме на рабочей странице, что я всех приветствую, здравствуйте, там все, мы запускаем бренд, как бы, условно. И в этот же день мне отправляют все позиции. Моя швея, мы очень часто обменивались такси, мы вызывали и Uber, и Кабифи, и разные, то есть все было в порядке, никаких проблем, потому что мы множество раз отправляли ткани, там, пробные изделия, то есть это же как бы работа длинная, вот. Все, в этот раз мы все дошили, и она мне отправляла абсолютно все выкройки, ткани, изделия, и у меня дома там совсем маленькая часть была изделий готовых, все остальное было у нее. Это она отправляла тебе домой? Все, да, мне домой. Из производства, из ателье? Да, из своего производства ко мне домой. А ты дальше собиралась это уже отвозить в магазин? Или там? Нет, то есть у меня магазин, то есть онлайн, то есть он не офлайн, то есть все онлайн, да, происходит через сайт, через Инстаграм, то есть вот офлайн еще рано. Ну и, собственно, она вызывает доставку Диди, вот, отправляет, присылает мне ссылку, то есть вызывала она, не я, отправляет мне ссылку, чтобы я отслеживала. Я отслеживаю, все в порядке, буквально первые 10 минут. Потом он останавливается. Он останавливается и стоит на месте 40 минут. Она заметила сразу, что он остановился. Сначала мы подумали, ну может пробка какая-то. А там были большие пакеты, коробки? Там была огромная коробка, много пакетов. То есть дальше я расскажу, да, что было вот в полиции по поводу пакетов этих же и так далее. Ну просто чтобы представить, да, с чем он ехал. Да, там были коробки, ну коробка такая большая, пакетов очень много там, то есть и все было видно, что там. То есть в коробке понятно, что не видно, а пакеты вы были. Не боялись так рисковать? Из-за того, что мы постоянно отправляли, не было. То есть не было. То есть мы даже не подумали, что такое вообще возможно. То есть, как бы мы понимаем, что риски есть всегда, да, это бизнес, да, естественно, да. Но мы не подумали, потому что это не первый раз же. Мы много раз отправляли разные. И вот она видит, что он, значит, остановился. Она видит, что он остановился, она мне срочно пишет: Нарина, он не двигается, я очень переживаю, что случилось, у меня уже все. Я думаю, ну не может же быть. Я даже такое думаю, просто не могла, что это вообще возможно.
Она начинает ему звонить, она звонит ему, она пишет ему, все эти скриншоты, естественно, есть, все у нее подтверждено. Она звонит, пишет в поддержку, поддержка с ним связаться тоже не может, он никак не реагирует, ничего. Поддержка с ним связаться не может, она с ним связаться не может, никто связаться не может. Все, она через 40 минут отменяет поездку, потому что в Диди высвечивается «оцените поездку». То есть она говорит, я не знала, что если я нажму, она отменится. Она отменилась. Она продолжает писать, типа, что вот как его найти, что же произошло и так далее. Никто с ним... Швея чилийка или Да. наша? Чилийка. Да. То есть она, ну, по идее, знает реальность. Да. Поэтому она просто в шоке. Я просто говорю, ну, не может быть, сейчас, наверное, приедет, там, как бы, и мы ждали, наверное, час. Через 2 часа я уже была в полиции. То есть все, он пропал с радара, он не позвонил, ничего, тишина. Я иду в полицию. Сначала пошел мой муж, ему сказали, до свидания, пусть приходит ваша жена. Мы не можем вместе пойти, потому что у нас дети дома. Я иду в полицию. Естественно, это все просто сопровождается истерикой, ревом просто на всю улицу, на всю полицию. Ко мне очень долго никто не подходил. В полицию, Да, я пришла, там и девушки были, то есть они видят мое состояние, это же не наигранность, я просто в шоке, я сижу, я пытаюсь как-то себя контролировать, но я не верю, что это вообще могло произойти. А вы связывались с Диди тоже? Мы все, ну, как бы, я не могла связаться. Нет, а с офисом, допустим, Диди, он же был зарегистрирован, курьер. Да, вот в этом и суть, что Диди с ним не могли связаться даже. То есть они в скриншотах они пишут, что он не отвечает там, и прочее. Я иду в полицию, мы пишем заявление, мы ищем, то есть вот у меня есть фотография условно и данные, да, полиция находит, а это оказывается не сам водитель, а хозяин автомобиля. Это было уже, я провела там часа 4, даже больше, где-то начало 1 ночи я пошла домой уже. Они мне сказали, мы сейчас его найдем, если мы его найдем, мы его арестуем, потому что это, ну, как это воровство. Ущерб на сколько там? 11 миллионов песо. 11 миллионов песо, это, давай переведем для Ну, условно, зрителей. 1 000 000 рублей. Вот, На 1 000 000 рублей, то есть ущерб. Да, готового продукта, плюс, там было немного позиций, слава богу. Там около 50 комплектов, именно, ну, комплекта не из одной штучки состоит, из множества. Вот. Ну, как бы линия, да? Этих Да, то есть размерный ряд. Всё. И размерный ряд тоже был, и то есть это капсульные коллекции были, то есть они лимитированные такие тиражи. В общем, и самих комплектов, да, именно общих, их около 50, но штучек-то больше, то есть около 100 примерно. Вот. Внутри, понятно. Да. Собственно, да, это общая сумма 11 миллионов, то есть я посчитала, и то это не все посчитала. Ну, как бы, хотя бы... Примерно. Да, вот так. Все. Они у меня в полиции спрашивают, сколько там было ущерба и так далее. Я тогда не считала, я говорила им только за ткань, то есть я им сказала там более 3 миллионов, то есть песо. То есть я не считала еще тогда. То есть ты еще даже не посчитала, что это 11? Ничего, да, я просто сказала им, что это большая сумма. Я вам сейчас просто вот покажу, что у меня вот сейчас прямо на руках есть, да, то, что я еще не считала, потому что я была просто в полнейшем шоке, я не знала, что мне делать. Они сказали, да, все, это очень плохо, мы найдем его, найдем, арестуем. Все, они едут по адресу, который они нашли, по тем данным, которые у нас были. Они приезжают туда, открывает мужчина, он тоже полицейский оказался. Говорит, нет, этот парень здесь не живет, я не знаю, кто это. Полицейские уходят, больше ничего не делают, естественно, как бы. В 5 утра они приезжают к Дженнифер, к моей швее, берут показания, и на этом все. Никто мне не писал, хотя мне полицейский говорил, что он не напишет, что там, как вообще, что обстоят дела. Естественно, мы не стали ничего ждать. В этот же день муж едет по горячим следам в эту же квартиру. Потому что мы так и не поняли. Муж у тебя не чилиец, да? Нет, русский. Русский. Да. Он едет туда по горячим следам, значит, приезжает, в эту же квартиру открывает этот же парень. Он говорит, да, ко мне приезжали вчера полицейские. Я сказала, что здесь этот парень не живет. Он вообще, естественно, он его не знает, как бы. Тогда Саша понимает, что нужно узнать у кого-то еще. То есть идет к консьержу. Консьерж оказался новенький, но Саша настоял, чтобы он достал какие-то архивные документы, где хранится информация жильцов, кто здесь как живет. же он, интересно, настаивал? Нет, очень даже... Вежливо. Да, очень даже вежливо, несмотря на всю ситуацию, да, которая вот этой беспомощности. Ты просто чувствуешь себя на самом деле беспомощным и бессильным, потому что ты не понимаешь, куда обратиться, если всем все равно, по факту. Этот мужчина ему достал, и он нашел номер, как мы думали, водителя.
а это номер хозяина автомобиля. То есть, да, он жил в этой квартире, но очень-очень давно, в 2010 или каком-то году, в общем, это было очень давно. И тут происходит кульминация. Саша звонит по этому номеру, этот номер недоступен. Саша думает, ну, значит, наверное, не рабочий, потому что там 100 лет этому номеру, как бы, да. Через буквально там, не знаю сколько, минута проходит, ему перезванивает этот номер, и Саша у него спрашивает, вы Луис, такой-то, такой-то, я уже не помню, да, как его зовут. Он говорит, да, это я. Саша говорит, подождите секунду, я вам перезвоню. И звонит мне, говорит, Дарина, вот он там, мы его нашли, там, что делать? Так, нужно сконцентрироваться, нам нужно понять, как нам его не отпугнуть, как, да, вот с ним диалог этот продолжить. Саша не перезвонил ему, это вот важная информация, что он не представился, Саша. Он ничего не сказал, он просто спросил, кто ты? Ты такой-то, такой-то? Он сказал, да. Я кладу трубку, и Саша перезванивает уже водитель. А мы-то думали, что это один и тот же человек. Саша перезванивает водитель и говорит, здравствуйте, я ничего не брал, я ничего не крал, я выкинул ваш товар, типа. Саша говорит, во-первых, откуда ты знаешь, кто я, по какому вопросу я тебе звоню, то есть, и все в этом духе, да. Получается, что, как я уже поняла, да, потом уже в процессе мы когда спросили у владельца автомобиля, как ты вообще понял, да, кто я вообще такой, и почему же вы с нами не связались сами, он сказал, что, типа, парень, который живет в той квартире, оказывается, ему звонил, то есть они знакомы или что, ну, в общем, он обозвонил и сказал, что полиция вот ищет тебя. И они ничего не предприняли. То есть они, зная, что происходит, что он выкинул товар и так далее, они ничего... Это по его версии, да, что он выкинул товар? Да, по его версии, конечно же, все. Я подавала заявление, что это кража, потому что это кража, все. То есть естественно, ты же лишилась. Да, я этого лишилась, никто мне в мусорку не выбросил, так сказать. Да. Этих вещей нет. Какая версия и что произошло дальше? Дальше Саша предложил мне встретиться на нейтральной территории, чтобы поговорить, потому что ты взял мои вещи, где мои вещи? Он говорит, я не знаю, я их выбросил. У Дженнифер дома, возле ее дома. Саша сказала, что они отказались с ней встречаться, они говорят, мы тебя боимся, что ты с нами сделаешь, ну, короче, вот это все. И они говорят, поехали в 33-й участок в Нюньюа, там и поговорим. Саша говорит, хорошо, поехали, они едут в полицию. Саша говорит, что вот я вам привел подозреваемого, пожалуйста, возьмите показания, то есть, да, и все остальные причитающие действия. Значит, начинается диалог между всеми участниками процесса. Это была Дженнифер, это был Саша, водитель и хозяин автомобиля, и полицейский. Полицейский все это время так вот очень интересно старался защитить его. Он говорил, что это не кража, он просто выбросил ваши вещи. Он просто выбросил ваши вещи, и вообще это тряпки. Я вообще тебе не верю. Саша показывает ему общая стоимость, он говорит, я не верю. Типа, мне как бы вообще все равно. То есть это не мои проблемы. Вещи выбросили, он не виноват. Он утверждал, что он не виноват. Все. Только в конце вот диалога, то, что Дженнифер рассказывала, что водитель уже признал, что да, в этом есть его вина, но он потом очень спокойно убежал из участка. То есть его вина, что он выбросил. Да, что он просто выбросил, да, но он до сих пор утверждает, что он не виновен. Он сказал, что да, возможно, не нужно было выбрасывать, но я не виноват. То есть вот так вот. И полицейский, никто ничего не фиксировал. Хотя Саша просил фиксировать, вот, чтобы было так дело. Они открыли дело? Нет. Нет. Нет, они отказались. Посчитали, что как-то нет состава. Да, нет состава, ничего, вообще идите в фискалию. Они отправили нас в прокуратуру, и все. То есть они сказали, мы ничего не будем писать, ничего вообще фиксировать. На вопрос полицейский спросил, ты знал, что было в пакетах? Да. Он сказал, нет, они были все черные. Я подумал, что там может быть что-то опасное или что-то такое. На что Дженнифер сказала, ты врешь, они не были черные, они были прозрачные. А у нее фото не было? Не было. Она не сделала коробка, у меня есть фотография. Нет фотографии да, машины? не было, конечно. Но мы не подумали, что такое вообще, как бы, возможно, откуда, ну, как бы. В общем, Дженнифер говорит, ты врешь, не было такого, они прозрачные. Коробка была накрыта черным пакетом, все остальные пакеты прозрачные, ты видел, что тем более изделия яркие, там невозможно подумать, что это просто что-то там. Ну, что это мусор. Мусор, да. Тут происходит следующее. У него спрашивают, где ты выбросил вещи? Вот, скажи и покажи, где ты выбросил вещи. Он сказал, что он выбросил возле дома Дженнифер, там же, где он их и взял. Когда мой муж сказал, если я сейчас пойду и посмотрю камеры,
Ну, как оказалось, их нету, к сожалению, там. То есть камер нет на улице? Там были раньше камеры, которые снаружи, а теперь их нет, они только внутри, и все. Как Дженнифер уже узнала. Значит, и когда мой муж сказал, что давай, если я сейчас посмотрю камеры у Дженнифер, значит, я увижу, как ты их выбросил, да? На что он моментально меняет показания и говорит, нет, я не выбросил возле Дженнифер, я выбросил возле моста, потому что возле дома Дженнифер очень опасно, и я выбросил там, где более безопасно. На что Дженнифер говорит, так как она живет там, она говорит, ты выбросил в самом опасном месте, где воруют даже воздух. Это место, там получается мост, пустырники какие-то, и там вот палатки, я так понимаю, что живут, ну, возможно, бездомные еще кто-то. То есть абсолютно небезопасно. Как он объясняет, зачем он выбросил? Зачем он выбросил? Он сказал, что я имею право выбросить их, потому что если поездка завершена, значит, эти вещи я могу выбросить. Вот так он сказал. Хотя, естественно, ему все и в офисе Диди, и все говорят, что... Да, вот что говорит офис. Офис Диди сразу сказали, ты не имел права выбрасывать. Но они берут какую-то ответственность? Нет, они не хотят никакой ответственности брать. Никакой. Ну это же как бы их сотрудник. Это их абсолютно ответственность на все 100%. Это их сотрудник, и им нужно за это отвечать. То есть, если их сотрудник наказан. То есть, что у нас сейчас по факту? Вещей нет, Да. Дело в полиции не заведено. Да, в прокуратуре и в Сернак. В прокуратуре мы пришли. Так, сейчас. И что такое Сернак тоже? Сернак это как защита прав потребителей. Вот, ну чтобы... Да, прошу прощения, это защита прав потребителей, туда тоже подаешь заявление. Я туда подавала заявление еще в январе, когда меня на образно 30 тысяч рублей тоже обманула компания. Естественно, никто тоже ничего... здесь? Да, это вот, пожалуйста, разбег январь и март. То есть это ты за такой короткий период столкнулась с таким количеством обманов? Да, это, конечно, это к вопросу, как здесь строить бизнес, да, соотечественникам? Да, я вам так скажу, что я очень позитивно всегда отзываюсь о Чили. Я вообще люблю Чили, все тут классно. Сколько здесь находишься? 2 года. Вот у меня вчера 2 года было, получается, как мы тут. И я ни разу не говорила, даже какие трудности не были, да, ты все равно, когда ты в эмиграции, ты сталкиваешься с трудностями, да, и я всегда положительно. Но когда со мной 2 раза подряд происходит такая ситуация, я думаю... А первый раз это что было? В 2 словах? Да, первый раз это же был как раз процесс, да, становления, и мне нужны были мои брендированные пакеты, коробки. Я нашла, в Чили как я узнала? Я думала, что здесь можно заказывать 100-200 штук, нельзя. От 1000, а от 1000 это просто 500 000 рублей. Ты просто должна дать за коробки, пакеты. Ну, это мне вообще сейчас не нужно. Не как бы, да? подходило. Мне нужно было, ну, хотя бы 200 максимум. И я искала 100-200 штук. И я нашла одну компанию, которая согласилась сделать. Они начали делать и прислали мне пробный образец, и от чего я была в шоке. Это был просто кошмар и ужас. На что я сказала, пожалуйста, верните мне деньги. Вы мне обещали качество, причем я... А то есть ты заплатила за всю партию, а когда они прислали пробный образец... Нет, слава богу, я не заплатила за всю партию. Я заплатила только часть. Там вся партия вот огромная. эти 30 000 это и была часть? Да. 30 тысяч это... 300 тысяч песо я им заплатила. А, это как 30 тысяч? Ну, типа, да, условно, чуть меньше рублей. Да, чтобы прояснить. Угу. Они мне обещали на все 1 000 000%, потому что я сразу не с доверием, как бы была таким, знаешь, у меня был мандраж, я переживала, потому что как-то все было странно, ну так оно и оказалось, чуйка меня не подвела. И я у них еще спрашивала, вы точно меня не обманете, у меня даже эти сообщения есть, это просто какой-то сюр. И они говорят, нет, мы все вам сделаем. Я говорю, смотрите, мне нужно высокое качество, мне нужно то, то есть все должно быть четко. Они, да, мы все сделаем. В итоге, естественно, это все получилось омерзительно ужасно. И а деньги они не вернули? Они не вернули деньги, они удалили все. Они удалили все просто, все Инстаграм, сайты и так далее. Хотя у них было... И опять же, я перед тем, как внести оплату, я писала их покупателям. Я искала покупателей, потому что, видишь, я сомневалась, я переживала. Я писала покупателям, они говорили, все в порядке, да, заказывали, там, визитки заказывали, еще что-то, все было в порядке. Я думаю, ну ладно, хорошо, доверюсь, доверилась. То есть это вот в январе был первый случай? Да. Ты обращалась в полицию тоже, во все инстанции? Да. И в Сернак. Какой был результат? Никакого результата. Тоже они сказали, мы не результата. будем ничего, то есть мы ничего не можем предпринять. А чем они это аргументируют? Сумма маленькая. А, маленькая сумма. Да. Второй раз ты уже обращаешься с большой, большой суммой. И теперь какой ничего не меняется. Они тоже не хотят Ничего, заниматься. да. То есть в тот раз, если я обращалась сначала в полицию, потом в PDI, а потом прокуратура, то сейчас из полиции я сразу в прокуратуру. То есть мне написали обращение сразу в прокуратуру. То есть мне не нужно было идти в PDI. То есть да, вот этот вот промежуток не нужен был. Что вот в итоге? 2 таких случая. 2. Получается, что теперь тебе делать с твоим бизнесом?
что сейчас мне делать? Все закончилось, да, то, что вот полиция тоже, во второй раз мы пошли, потом мы обратились в прокуратуру, мы написали все заявления, то есть мой муж написал заявление, так как он сам поймал условно преступника, да, все Да. это, он сам это все делал. Также писала Дженнифер, так как она заказчик Диди. Собственно, сотрудники Диди, которые мы были в офисе их, да, они подтверждают, что они ему не верят, они говорят, да, они говорят, что он не имел права выбрасывать. То есть все это подтверждено. Задокументировано. Абсолютно, да. Но им все равно. Но никаких действий дальше нет. Никаких. Они закрыли чат. Диди закрыли Дженнифер чат, то есть вы не можете больше обратиться по этому вопросу. Хотя они обещали ей на почту официальный ответ, да до сих пор никакого ответа. Это сколько времени прошло уже? Примерно. Ровно неделя. Это случилось неделю назад. Да, и вот за эту неделю мы Слушай, уже ну просто... ты в соцсетях записала обращение даже к чилийскому президенту, к Хосе Антонио Касту. Да. Это просто эмоциональный порыв, или ты действительно веришь, что это может как-то повлиять на ход дела, или... Я вот верю, что это может поспособствовать. То есть если ты думаешь, что действительно это уровень президента, что он будет заниматься этим делом? Я считаю, да, потому что это огромное количество людей от этого страдает. Если зайти на страницу Диди, там полный кошмар. То есть это там нормальная практика, такие случаи? Да, то есть это просто кошмар, там нет ни одного положительного отзыва. Там просто у людей все воруют. Также есть случаи, где написано, водитель отменил поездку, водитель потерялся. То есть и все, никто ничего не предпринимает. То есть, понятное дело, если создавать петицию, где все просто будут подписываться, это тысячи человек, понимаешь? Ну это просто подать в суд на Диди или как? На данный момент... Заставить их выплатить ущерб? Да, на данный момент сейчас остается только суд. Если не через... Через прокуратуру? Если прокуратура ничего не сделает, а они могут, если они ничего не сделают, то остается только суд. Тогда ты должна нанять адвоката и идти в суд. Да, нанять адвоката, это, извините, тоже деньги. Да, кто мне их даст, когда я вложила абсолютно все? То есть никто эти деньги не даст. Также мы находимся в эмиграции. Все люди должны понимать, что это очень сложный период становления, да, ты начинаешь... Ты в России жила в каком городе? Это Ростовская область, Таганрог. Я жила там, всю жизнь как бы. Вот, и за 5 лет, пока я там работала, у меня не было ни единого такого случая. Ни единого. То есть ты точно так же там шила? Да, я сама Да, шила, вещи. потом уже вместе, да, у меня были швеи, и вот как-то по всей стране я работала. И, конечно, это не значит, что я остановлюсь, ни в коем случае я не остановлюсь, я буду дальше работать. Просто это на самом деле ужасно. Это мне причинило огромную боль, потому что я не ожидала, что такое вообще возможно. Ну, конечно, это неприятно, чувствуешь бессилие полное. Полнейшее бессилие, ты просто... Слушай, а у вас с мужем хороший испанский, допустим, как вот вы объяснялись? У мужа достаточно нормальный, потому что он постоянно работает. С первого дня, как мы приехали, то есть он работает. Мы когда приехали, я большую часть сидела дома, потому что я родила. Там, вот это у вас дети, да, маленькие? Да, вот сын 4 года и дочке вот 11 месяцев. И я, естественно, была дома, да, то есть муж работал бесконечно и работает по сей день, поэтому, конечно, его испанский лучше. Вот. Где-то я что-то могла, естественно, объяснить, но вот бытовые моменты, естественно, я могу общаться, да, ну там какие-то да, просто вот, прокуратуры. Нет, я просто пытаюсь понять, может быть, так как вы недавно в стране, недостаточно был понятен язык? Нет, все абсолютно понятно, так как с нами везде была Дженнифер, которая излагала все от и до, да, то есть, ну и когда Саша сам писал заявление, все прекрасно понятно, это все у нас задекларировано, я тоже тебе... То есть какой у нас результат? Получается, что ты потеряла 30 тысяч, потом еще... 1 000 000 рублей, условно, Еще 1 000 000 рублей, чтобы начать бизнес в другой стране. И что теперь? И осталось ни с чем сейчас, и все начинать с нуля просто. То есть нужно опять находить деньги, опять покупать, все снова шить, но уже не обращаться к Диди. Уже точно не обращаться к Диди, я уже понимаю, что да, следующие разы это личное сопровождение везде просто, потому что больше я никому ничего не доверяю. Тоже моя добрая душенька, я все равно полагаюсь на Вселенную, так что я всем доверяю, давайте жить дружно, но это не работает. Да, видимо, в Чили здесь немножко другая культура. Не работает, вот, и, собственно, я все равно не сдам. Я хочу сказать... Что ты хочешь сказать, например, вот зрителям? В
В первую очередь оценивайте риски всегда для бизнеса, для производства, но всегда будьте начеку. Это не значит, что вам нужно сразу думать о плохом, нет. Вы просто должны понимать, что когда вы в непривычной среде находитесь, вам нужно очень четко понимать, что вы не знаете всех людей, которые здесь живут. Поэтому следите за каждым шагом, То который есть, вы несмотря на то, делаете. что внешне здесь все выглядят такие, да, дружелюбные, Да. с улыбками, Да. но Всё. вот нужно быть начеку. Всегда нужно быть начеку и никому ничего не доверяйте. Абсолютно каждое действие выполняйте сами. Все считаем, что это кража, что это не случайность, что вот если логически рассуждать, значит, у него стоит выбор. Просто выбросить вещи или сказать, что выбросил, и оставить эти вещи себе. Понимаете, это очень важный момент. Он был настолько уверен, что все безнаказанно, что он спокойно приходил в полицию, что он вел себя расслабленно. То есть он уверен по сей день, что его вины нет. То есть он выбросил, хотя ему все абсолютно говорят, ну кроме полиции, вот во второй раз, когда мы ходили, что он не виноват. Все остальные говорят, что он виноват, он не имел права выбрасывать. Сотрудник Диди сказал, ты обязан был привезти все вещи к нам в офис. Это офис как раз-таки не для нас, посетителей, это для курьеров вот этих. То есть ты доставщик. Если ты не можешь связаться, да, хотя он не пытался, мы сами, да, его нашли, тоже очень важный момент. То есть сотрудник у него спрашивает, ты почему не связался с нами после? Ты какое имеешь право просто выбрать? Это не твои вещи, почему ты их выбросил? Ему, естественно, нечего сказать, он начинает придумывать там какие-то 100 тысяч версий. Он сказал, что он выбросил вещи, потому что ему нужно было ехать на следующий заказ. Вот такая у него версия. Сейчас, на данный момент, что мне остается делать, это искать свои вещи на рынках, условно, куда привозят те же, например, краденые вещи. Или кому, если он их куда-то продал, да, где-то они 100% есть. Я уверена, что я их рано или поздно встречу. Просто. И это будет, наверное, шок. Для меня лучше, чтобы их сожгли просто, чтобы я их не видела ни у кого. Потому что это просто происходит без моего ведома, без моего разрешения. Сейчас кто-то в них ходит. И все. Это для меня, наверное, самое ужасное. Просто. То есть ты не допускаешь мысли, что он действительно мог там Допускаю, выбросить? но это максимально глупо. То есть он выбросил их. Как ты мог выбросить? Ты думаешь о том, откуда ты знаешь, что там, да? Вот ты взял, выбросил, ты как можешь вообще потом спать спокойно, что ты взял их и выбросил? Кто за это отвечать будет? По сей день никто за это не ответил. Ну, я не буду останавливаться, все, что в моих Ну, а как все-таки можно этого человека вот привлечь к ответственности? Как ты через телевидение. Это очень хороший способ привлечь к Но это нужно идти на ответственности. местное телевидение. Да, я писала на крупные каналы, такие как Мега, Муча, Густа или что-то, тоже такой канал, не помню, 24, как-то Чили 24. То есть я вот писала в разные каналы, мне отвечали, что они передадут информацию в прессу, что они спрашивали у меня дополнительные материалы. То есть не то, что они просто меня проигнорировали, нет, они мне отвечали. Не сразу, проходили дни, они читали весь этот поток просто информации, которую я им присылала, и они вот спросили у меня там дополнительные какие-то материалы, я им все прислала. Но пока ничего, конечно же. Ну а есть шанс, что прокуратура, например, поможет? Какой-то шанс есть, наверное, шанс этот, если я буду ночевать под их, просто под фискалией, под прокуратурой буду ночевать или ходить с плакатами, чтобы они это дело продолжали. Сейчас мы по сей день ждем ответа от Диди, они должны официально дать ответ, да, но до сих пор никакого ответа нету, а прокуратура нам сказали, чтобы мы прислали их официальный ответ. Типа, и потом они начнут продолжат дело. А пока что ничего, хоть мы и пишем, игнор полный. Вот так они работают, молодцы. Просто крупнейшая корпорация, которая не несет никакой ответственности за своих водителей. Неважно, что одна ручка потерялась или там, не знаю, какая сумма. Сам факт, что если, я говорю, зайти в комментарии Диди, в Google Maps, в Инстаграме, там полный кошмар. Там просто ужас. Там комментарии, у всех что-то воруют, водители отменяют поездки, исчезают. Вот все абсолютно поголовно. Разные суммы пишут. Кто-то пишет тоже там где-то, тоже читала в комментариях, 300 тысяч песо, кто-то еще. То есть разные абсолютно ситуации. И никто, ни единого случая, чтобы кому-то что-то вернули. Я начала выкладывать видео. Первое видео выложила про Диди, потом я выложила обращение к президенту. И вот
начали делать репосты, да, мы везде, и вот у моего мужа тоже есть рабочая страница, так как он тренер, и, естественно, это чилийская полностью аудитория, и я выложила этого парня, то есть там вся его информация, и сами ребята, они писали, он венесуэлец, то есть они делали акцент на том, что он венесуэлец, а сейчас это, я так понимаю, острая тема для нынешней обстановки, так как большая преступность среди именно нелегальных вот ребят, которые здесь живут и так далее, да, что вот сейчас с этим начинает бороться президент. Вот он вступил, да, только в должность недавно совсем, и вот он сейчас начинает с этим всем бороться. Поэтому я надеялась, да, на вот, что это максимально актуальная сейчас тема. Тут просто сборная солянка, да, там и тема иммигрантов, да, и тема воровства, все вместе. И поэтому, конечно, я просто делаю все, что в моих силах. Я не могу просто сесть и сказать, ну ладно, первый раз обманули, второй раз, и мне вот так просто жить, я так не могу. Поэтому сумма весомая, это все, что у меня было, да, и сейчас мне нужно по крупицам собирать. Конечно же, я не остановилась, мы сейчас все собираем по крупицам вместе со швеей, потому что она также чувствует свою вину. Она чувствует, понимает, что капец, то есть я осталась просто ни с чем, она тоже проделала большую работу, да, она чувствует свою вину в этом, свою какую-то, да, вот она человечность проявляет, да, ко мне, так же, как и я к ней, потому что, когда мы обращались в полицию, мне говорили, что, а вы должны на нее заявление вообще-то подавать, то есть она же отправитель, подавайте на нее, то есть я говорю, я не буду на нее подавать, она... Почему я должна на нее подавать? То есть, если логике следовать, типа, я должна на нее подать. А она уже должна разбираться со всеми. То есть, вот так это работает. Но она здесь не виновата, она такой же потерпевший, как и я, да, человек. Но если вот по логике судить, то А должна. у нее какая-то доля есть в этом? Или она просто... Нет, она просто... Мы просто работали. Я первый раз с ней вот работала. Она также шила мне там мешочки для моего бренда и так далее. Просто вот первый раз работали, никакого, ни доли, ничего, это мой лично только бизнес и все. И просто вот такая вот ситуация, не очень